Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня хочу предложить вам связать вот такой узор, который состоит из ажурных листьев. Узор вяжется крючком. Узор двухсторонний. Очень хорошо подойдет для вязания кардиганов летних. Причем он одинаково смотрится как при вязании снизу вверх, так если мы его повернем наоборот, при вязании сверху вниз. Разницы никакой не будет. Вяжется узор очень просто. Состоят наши листья из столбиков с одним накидом. Формируются они за счет сначала прибавлений, а затем убавлений. То есть такой узор подойдет очень хорошо для начинающих. Вяжется просто, легко ляжет даже при вязании по кругу. Причем никаких изменений в вязании не будет. Для узора набираем цепочку из воздушных петель. Количество петель должно быть кратно 23. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираем еще дополнительно 7 воздушных петель. И теперь будем приступать к началу вязания раппорта. Для этого мы начнем вязать 9 столбиков с одним накидом в 8-ю от крючка петлю. Один столбик я связала, в следующую петлю вяжем второй. Затем третий в следующую петлю. И таким образом всего нужно связать 9 столбиков с одним накидом. Я выполнила уже 9 столбиков с одним накидом. Выполняю 2 воздушные. Пропускаю 2 петли и в третью свяжу 3 столбика с одним накидом. Две воздушных. Отступаю 2 петельки и в третью петлю свяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Ввожу крючок в третью петлю. Вытянула рабочую нить, провязываю только 2 петельки. Вновь выполняю накид на крючок. Ввожу крючок в следующую петлю. Вытягиваю рабочую нить, провязываю 2 петли. На крючке 3 петли, их все 3 провязываю за один раз. Дальше свяжем 3 столбика с одним накидом, по одному в каждую петлю. Сейчас вновь выполним 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Точно так же накид на крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем только 2 петли, накид, ввожу крючок в следующую петлю, вытягиваю рабочую нить, провязываю 2 петли, на крючке 3 петли, их все 3 провязываю за один раз. Выполняю 2 воздушных, отступаю 2 петли и начиная с третьей петельки начинаю повторять узор, то есть вновь вяжу 9 столбиков с одним накидом. И таким образом мы вяжем необходимое количество раппортов. А завершаем ряд я выполняю столбик с одним накидом в третью петлю. То есть 2 петельки отступаю, в третью, в последнюю петлю цепочки провязываю столбик с одним накидом. Теперь приступаем к вязанию второго ряда. Выполняем 5 воздушных. И теперь будем приступать к началу вязания раппорта. И сейчас я буду выполнять опять элементы из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. То есть ввожу крючок в первый столбик, воздушный мостик пропускаем. Также провязываю 2 петельки, опять накид, вытаскиваю рабочую нить
еще 2 петли провязываем, потом все 3 петельки за один раз. Затем вяжу столбик с одним накидом в следующую петлю. И на 2 последних петельках опять вяжу элемент из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Две воздушных. И теперь вот в эти 3 столбика мы должны провязать 5 столбиков с одним накидом. То есть в крайние столбики будем выполнять прибавки. Для этого будем вязать по 2 столбика в одну петельку. Сейчас я вяжу 2 столбика с одним накидом вот в этот вот столбик с одним накидом. Первый и второй столбик в ту же самую петлю. Затем столбик с одним накидом в следующую петельку. И вот в этот вот третий столбик с одним накидом опять вяжем 2 столбика с одним накидом. Затем выполняю 3 воздушных. И на этих 2 петлях будем опять провязывать 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Затем вяжем 5 столбиков с одним накидом, по одному в каждую петлю. И на последних 2 столбиках вяжем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Выполняем 2 воздушных и начинаем повторять, пропустив 2 петельки опять же в следующую. Повторяем наш узор, начиная вязать вот такой вот элемент из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. А завершаем вязание мы, провязав столбик с одним накидом в третью воздушную петлю цепочки. Приступаем к вязанию третьего ряда. Выполняем 5 воздушных. И теперь будем приступать к началу вязания раппорта. Вяжем элемент из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Затем 3 столбика с одним накидом, по одному в каждую петлю. И на 2 последних петлях вяжем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Затем выполняем 2 воздушных. Дальше во вторую петельку цепочки буду вязать 3 столбика с одним накидом. Подхватываю петельку за 2 стенки. Вот видите, 2 стеночки я подцепила. Первый столбик, второй и третий. Затем 2 воздушных
И в первый столбик следующего листика вяжем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Первый столбик я связала и в ту же самую петлю второй столбик. Затем выполняем 3 столбика с одним накидом, по одному в каждую петлю. Первый, второй и третий. И в последний столбик листика опять вяжем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Первый столбик связан и в ту же самую петлю второй столбик. Далее выполняем одну воздушную. И теперь 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Я ввожу крючок в петельку листика, вытянула рабочую нить, провязала 2 петли, вновь выполняю накид. В следующую петлю ввожу крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываю только 2 петли. Опять выполняю накид и ввожу крючок в последнюю петельку листика, вытягиваю рабочую нить, провязываю только 2 петельки. На крючке у меня 4 петли, я их все 4 провязываю за один раз. Выполняю одну воздушную. И начинаю повторять узор сначала. А заканчиваем мы раппорт столбиком с одним накидом, провязанным в третью воздушную петлю цепочки. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Вяжем 5 воздушных. И теперь будем приступать к началу вязания раппорта. И будем вязать опять прибавку из 2 столбиков с одним накидом в первый столбик листика. Вот это вот убавление из 3 столбиков пропускаем. И к следующему листику переходим, вяжем прибавление. Первый столбик я провязала и в ту же самую петлю второй столбик. Вот что получилось. Этот листик у нас уже закрыт. Затем вяжем 5 столбиков с одним накидом, по одному в каждую петлю. Выполнила я 5 столбиков с одним накидом, и в последний столбик листика вновь выполняем прибавление, то есть вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петельку. Первый столбик и второй в ту же самую петлю. Затем выполняем 2 воздушных и переходим к следующему листику. Вяжем в первый столбик листика 2 столбика с одним накидом. Первый я провязала и в ту же самую петельку вяжу второй столбик. В следующую петлю вяжу просто столбик с одним накидом. И в последний столбик листика опять выполняю прибавление, то есть вяжу 2 столбика с одним накидом. Затем 2 воздушных. На следующем листике у меня формируется убавление. То есть я сейчас провяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Ввожу крючок в первый столбик листика. Теперь во второй. И все 3 петли на крючке за один раз. Затем выполняем в следующую петлю столбик с одним накидом. На 2 последних столбиках листика опять выполняю 2 столбика с общей вершиной. Две воздушных. И начинаем повторять узор с этого места. А завершаем мы ряд. Я вяжу столбик с одним накидом в третью воздушную петлю.
Приступаем к вязанию 5-го ряда. Я вяжу 4 воздушных. Разворачиваю вязание и приступаю к раппорту. И сейчас буду опять формировать кончик листика, то есть провяжу 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Ввожу крючок в первый столбик листика, затем во второй столбик и в третий. На крючке 4 петельки, все их провязываем за один раз. Выполняем одну воздушную. И следующий листик у нас расширяется, то есть мы первый столбик листика провязываем прибавление из 2 столбиков с одним накидом. И второй столбик в ту же самую петлю. Затем 3 столбика с одним накидом, по одному в каждую петельку. Я провязала 3 столбика с одним накидом и в последний столбик листика вяжу прибавление, то есть выполняю 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Первый столбик и второй. Затем 2 воздушные. И следующий листик у меня вяжется без прибавлений и убавлений, то есть я просто провязываю 9 столбиков с одним накидом, по одному в каждый столбик листика. Я выполнила 9 столбиков с одним накидом. Дальше мы выполняем одну воздушную и начинаем повторять наш узор вот с этого элемента. А заканчиваем ряд мы вяжем столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю цепочки. Выполняем 5 воздушных и начинаем вязать 6-й ряд. Будем приступать к началу вязания раппорта. Вот этот листик мы будем убавлять, то есть начинать и заканчивать листочек я буду с 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Ввожу крючок в первый столбик листика. Провязала я только 2 петельки, опять выполняю накид. И в следующую петлю ввела крючок. Затем все 3 петли за один раз. Дальше выполняю 5 столбиков с одним накидом, по одному в каждую петельку. Я выполнила уже 5 столбиков с одним накидом. Осталось у меня от листика 2 петельки, и в них я провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее 3 воздушных. Следующий листик идет на расширение. То есть в крайние столбики листика будем вязать прибавление из 2 столбиков с одним накидом. Ввожу крючок в первый столбик листика, выполняю столбик с одним накидом. И в ту же самую петлю вяжу второй столбик с одним накидом. Затем вяжу 5 столбиков с одним накидом, по одному в каждую петельку. Выполнила я 5 столбиков с одним накидом и в последний столбик листика вяжу прибавление из 2 столбиков с одним накидом. Затем 2 воздушных и начинаю повторять узор вот с этого элемента. А заканчиваем ряд мы вяжем столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю. Выполняем 5 воздушных и начинаем выполнять 7-й ряд. Будем приступать к началу вязания раппорта. Этот листик из 9 столбиков мы начинаем убавлять. То есть в первые 2 столбика листа выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной.
Затем вяжем 5 столбиков с одним накидом, по одному столбику в каждую петельку. Пять столбиков готовы. И на последних 2 столбиках листика опять же выполняем убавление. Затем 2 воздушных. И во вторую воздушную петельку я свяжу 3 столбика с одним накидом. Петлю подхватываю за 2 стенки. Две воздушных. Следующий листик у нас убавляется, поэтому начинаем с 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Три столбика с одним накидом, по одному в каждую петлю. И на последних 2 столбиках листика вяжем 2 столбика с общей вершиной. Затем выполняем 2 воздушных и начинаем повторять раппорт узора вот с этого элемента. А заканчиваем мы ряд всегда столбиком с одним накидом в третью воздушную петлю. На этом раппорт узора в высоту готов. Дальше мы постоянно повторяем со 2 по 7 ряды. На этом у меня все. Если вам понравился этот узор из ажурных листьев, то ставьте лайк, оформляйте подписку на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы в комментариях. На этом у меня все. Всем пока-пока!